Срочное заявление Минска. Сотни человек отправлены на защиту границы. Лукашенко ищет союзников в Европе. Очередная страна отказалась от сотрудничества с режимом. Массовые захоронения в Беларуси. Министр заявил о радиоактивной опасности. Лукашенко выступил за суверенные выборы и независимость. Беларуси это не коснется. Досмотры затронут даже детей. Подробности нового постановления шокируют не только родителей, но и учителей. Четверг, вечер, я Евгений Булка, Нехта Плюс и основные события. На очередном совещании Лукашенко умудрился похвастаться неожиданным успехом и объявить о фактической распродаже государственного АПК. Совещание Лукашенко началось с истории про нерадивых аграриев, отправленных в армию за плохую работу в уборочную. Сначала думал, таких тысячи, нашли около 500, а дальше сюрприз. Министр обороны Виктор Хренин предложил, что к бывшим пьяницам в армии нет никаких претензий и попросил их наградить. 170 человек отправили защищать границу, и там они, по его словам, землянки вырыли лучше, чем в Минске квартиры оборудовали. Возникает вопрос, почему организовать этих же людей не смогли на обычной работе, а в армии справились сразу. А вот вторая тема совещания звучит куда серьезнее фольклорных историй про образцовых солдат. Лукашенко на примере Витебской области обсудил передачу госсобственности в АПК частным компаниям, по сути, приватизацию, хоть сам термин избегает. Хозяйства и сельхозорганизации Оршанского и Дубровинского районов готовят к продаже Савушкину продукту и группе компаний «Серволюкс». Причем каждую организацию продадут всего за одну базовую величину. Взамен инвестор берет на себя долги и обязательства по модернизации, а если не выполнит, обязан вернуть все государству без всякой компенсации. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату «Дзержинский» и закрепление отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Лукашенко отдельно прошелся по субсидиям. Указал, что владельцы Серволюкса и Санта Импакса не бедные люди, а часть их прибыли формируется как раз за счет государственной поддержки. Пока страна выбирает место под будущий пункт захоронения радиоактивных отходов, министр энергетики Денис Мороз поспешил успокоить. Отработавшее топливо БелАЭС там храниться не будет. Заявление он сделал на встрече с трудовым коллективом берестовицких электросетей. Сейчас рассматриваются 3 площадки. Островецкий район Гродненской области, прямо возле действующей БелАЭС, в нескольких десятках километров от границы с Литвой. Койникский район Гомельской области рядом с Полесским радиационно-экологическим заповедником, той самой Чернобыльской зоной отчуждения, где уже сосредоточено около 30% выпавшего на Беларусь цезия-137 и почти все количество изотопов плутония, и Мстиславский район Могилевской области, ближе к границе с Россией. Сейчас идет серия общественных обсуждений. Первое прошло 20 августа в Островце, 26 августа в Мстиславле и следующее 10 сентября пройдет в Хойниках. Сначала исследования, расчеты, оценка воздействия на окружающую среду и общественное обсуждение, и только затем окончательное решение. При выборе площадки учитывают геологические свойства местности, риски природных и техногенных воздействий, обещают постоянный мониторинг воздуха, воды и почвы. Среди кандидатов территория рядом с уже загрязненным Чернобыльским заповедником и приграничные с ЕС районы. Не станет ли новый объект источником дополнительного риска именно там, где радиационная нагрузка на природу и так одна из самых высоких в стране? При этом главный вопрос так и остался без ответа. Если отработавшее топливо БелАЭС не пойдет в этот пункт захоронения, то где оно тогда будет храниться? Об этом на встрече не сказали ни слова. Иронии для следующей новости хватило бы на отдельный сериал. Александр Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем независимости и выразил надежду на восстановление полноценного конструктивного диалога. При этом именно Молдова в свое время не признала президентские выборы в Беларуси 2025 года и поддержала заявление Евросоюза о необходимости соблюдать права человека в стране.
Этот праздник воплощает суверенный выбор молдавского народа, говорится в поздравлении. Про суверенный выбор белорусского народа на последних выборах, судя по всему, речи не идет. Лукашенко напомнил про общую историческую судьбу и совместную борьбу во время Великой Отечественной войны, а также выразил надежду, что накопленный за 3 десятилетия опыт сотрудничества поможет восстановить диалог, отвечающий интересам наших государств. Страна, чьи собственные выборы поставили под сомнение и Молдова, и весь Евросоюз, желает Молдове счастливого суверенного выбора и предлагает дружить дальше, как будто ничего не произошло. Избранные представители белорусского бизнеса, чьи компании в сумме дают 7% ВВП страны, побывали на экскурсии во Дворце независимости. Инициатива, как сообщается, исходила от самих предпринимателей. Они попросили Лукашенко о визите, и глава государства идею поддержал. Тимбилдинг для 140 смелых длился 3 часа. Из них 2 бизнесмены провели в живом диалоге с премьер-министром Александром Турчиным, обсуждая насущные проблемы. Без ответа, по заверению организаторов, не остался ни один вопрос. Кроме одного: а что происходит с малым бизнесом за пределами парадных залов? По данным Белстата, число индивидуальных предпринимателей в Беларуси на 1 марта 2026 года сократилось примерно на четверть за 5 лет. Только с начала 2025 года по ноябрь их число упало почти на 10%. Сильнее всего пострадали Минская область, Гродненская и сам Минск. А все потому, что с 1 января 2026 для ИП резко ограничили перечень разрешенных видов деятельности. Тем, кто оказался за бортом нового списка, предложили упрощенный переход в статус юрлица. То есть малый бизнес методично вытесняют в формат юрлиц с более жестким регулированием и отчетностью. Пока сотня другая крупных предпринимателей гуляет по коврам Дворца независимости и обсуждает точки роста с премьером, тысячи мелких предпринимателей просто закрываются или вынуждены перерегистрироваться под новые правила. Теперь под подозрением может оказаться любой. С 1 сентября, согласно постановлению Совмина номер 307 от 19 июня 2026 года, в белорусских школах сотрудники охраны получают право на выборочный досмотр ручной клади вообще всех, кого сочтут нужным, включая несовершеннолетних. Присутствие родителей при досмотре вещей ребенка теперь не требуется. Об этом на радио Минск рассказал первый замначальника Московского отдела охраны столицы, подполковник милиции Александр Сях. По его словам, досматривать могут всех. Ни одна категория граждан не освобождается от этих мероприятий. Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы знаем что-то о ком-то, да. Выявляем ребят, людей, несовершеннолетних по их поведенческим каким-то особенностям с целью определения, возможно ли какой-то, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий. Но в основном охрана будет опираться на сведения от учителей и классных руководителей. При досмотре вещей несовершеннолетнего обязательно должен присутствовать педагог. Если у ребенка найдут запрещенный предмет, его передадут представителю администрации школы. Я уверен, что мы в любом случае привыкнем к происходящим событиям и будем воспринимать это как норму. Получается, регулярные досмотры всех и вся, а также доносы становятся нормами в Беларуси. Настоящий голливудский сюжет развернулся на границе с Польшей. 34-летний гражданин Молдовы, направлявшийся в Германию через пункт пропуска Брузги на автомобиле Audi, попытался вывезти из страны женщину. Казалось бы, ничего необычного, но подозрение у гродненских таможенников вызвало поведение мужчины во время опроса в красном коридоре. Машину отправили на досмотр со сканирующей техникой, и дальше уже просто триллер. Багажник, женщина, матрас. Причем, если матрас надувной, то женщина очень даже реальная, живая. Молодые люди признались, у спутницы просто не было заграничного паспорта, и они решили рискнуть. Но, видимо, парню не хватило спокойствия, а его подруге гибкости. А так можно было бы и в коврик для йоги закатать. По признакам преступления, предусмотренного статьей 371, часть 1 Уголовного кодекса Беларуси, материалы уже переданы пограничной службе. И матрасы искателям приключений, надеемся, выдадут. Если вы с нами, то за новостями выезжать не придется. Все доставим вовремя на Нехта Плюс. Благодарим за лайки и подписки, а ваши комментарии помогают нам стать актуальнее. До встречи утром.